Представьте, что вам удалось каким-то чудесным образом остановить время. Наверняка каждый из вас воображал что-то подобное. На мгновение стать повелителем всего движимого и недвижимого. На самом деле, я даже боюсь представить все мысли в ваших головах. Этот ряд тревожных мыслей зависит от того, насколько извращен человек на самом деле. Возможно, кто-то пойдет переписывать на себя счета в банках, или еще хуже, сам себя назначит мэром какого-нибудь города. Ведь человеку с таким преимуществом будет в буквальном смысле доступно все. И более того, все двери для него будут открыты. Но то, как он будет проворачивать те или иные деяния, всего лишь дело времени, которое во власти того самого человека. Но спешу вас огорчить, с большой вероятностью этот человек вообще ничего не сможет сделать. Почему? Давайте разберемся. Первая проблема, с которой вы столкнетесь в момент остановки времени, это слепота. Да-да, вы действительно ослепнете. Если время остановится, каждый движущийся с огромной скоростью фотон света будет приостановлен. И в теории, возможно, вы не сможете видеть, пока не двинетесь вперед, чтобы самому собирать глазами фотоны. Их излучение остановится в определенном месте пространства. Следовательно, чтобы получить излучение фотона, теоретически вам самим придется двигаться на фотоны. Безумно звучит, не правда ли? То же самое, вероятнее всего, произойдет и с воздухом. Когда вы дышите, вы засасываете кислород легкими. Тот в свое время всасывается в кровь внутри ваших легких. Будет ли он всасываться в момент остановки времени, остается загадкой. Видите ли, мы можем повлиять лишь на втягивание воздуха в легкие, но на сам процесс обогащения кислородом вряд ли. И это вторая проблема. Свою версию про воздух вы можете оставить в комментариях, мне самому очень интересно. Двигаемся дальше. Остановив время, вы станете пленником своего же деяния, потому что пространство и время неразрывно связаны с концепцией пространства-времени. Если каждая точка в пространстве также является моментом времени, это значит, что все вокруг вас не сможет двигаться и взаимодействовать. В таком случае, как и фотоны света, молекулы воздуха тоже не смогут взаимодействовать с вашей кожей и совершать теплообмен, что неизбежно приведет к перегреву. Неизвестно, что бы понадобилось человеку на то, чтобы остановить время, ведь практически это невозможно. А вот заставить время замедлиться совсем даже реально. В течение 2015 года астронавт Скотт Келли вращался вокруг Земли на борту Международной космической станции со скоростью 28 тысяч км в час. Помимо того, что астронавт вырос на несколько сантиметров, он еще в буквальном смысле помолодел. Благодаря теории относительности, время на быстро движущийся МКС течет чуть медленнее, чем на поверхности Земли. По формуле выходит, что Скотт Келли сейчас примерно на 0,01 секунды моложе своих родственников на Земле. Похожая ситуация выпадает и на роль фотонов света, их скорость равняется 300 тысячам км в час в вакууме, а значит и время теряет для них почти всякий смысл. Весь мир для них замер в одном положении, но все же продолжает двигаться. Как вы, наверное, уже поняли, секрет замедления времени не кроется в полной его остановке, он скрывается непосредственно в ускорении, то есть чем ближе вы движетесь к скорости света, тем медленнее движется для вас мир. Вот примерно то же самое произошло с астронавтом Скоттом Келли. Пусть МКС двигался не со скоростью света, но все же очень быстро. Время для него было на долю секунды медленнее. Но про то, как повлиял на него космос во время пребывания на МКС, это уже тема для другого выпуска. Давайте соберем на ролике 100 лайков, и мы с вами обязательно поделимся информацией, насколько критично космос влияет на живое существо. Ну и на этом все. До следующих выпусков. Пока.